Друзья, всем привет! У меня сегодня для вас оролас хороших новостей. Сегодня суббота, и думаю, что наш сегодняшний выпуск сделает ваши выходные еще лучше. В общем, кратко и информативно расскажу все самое интересное. Если вы готовы, алкетык, алга. Рэпер номер один в России Скриптонит и Баста выпустили совместный клип на песню «Молодость». Весь сюжет клипа происходит в лифте небоскреба, пассажиры которого периодически меняются. Режиссером музыкальной картины выступил Алексей Сатолин, белорусский продюсер и сооснователь компании Partizan Production, которая и сняла клип. На момент выхода нашего ороласа у клипа будет уже 1,5 миллиона просмотров и почти 1500 комментариев. Кстати, у Басты и Скриптонита есть еще одна совместная песня, которая называется «Rai.on», клип на который тоже уже есть в YouTube. А вообще надо сказать, что, конечно, Скриптонит сейчас на расхват. С ним хотят работать и русские рэперы, и американцы, а его музыка действительно очень популярна у молодежи в России. Да и во всем мире любители рэпа слушают Скриптонита. Конечно, надо сказать, что такой стиль музыки может не всем понравиться, но то, что Скриптонит своим трудом смог подняться на мировой уровень, это точно заслуживает уважения. Казахстанский арт-проект World Painting попал в Книгу рекордов Гиннесса. Уникальный международный проект стартовал на Всемирной выставке Экспо 2020 в Дубае. И вот теперь стало известно, что 2 февраля 2022 года проект достиг своей цели, заявленной еще в самом начале старта. Проект стал полноправным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. По словам продюсеров казахстанской компании D-Partners Даута Шайхисламова и Даны Орманбаевой, которые выступили инициаторами проекта World Painting, это значит, что о Казахстане и необычном арт-проекте World Painting узнают миллионы людей по всему миру. Первый штрих на холсте рекордсмене принадлежит кисти олимпийского чемпиона по велоспорту Александру Винокурову. Также приложили руку боксеры Рой Джонс-младший, режиссер Тимур Бекмамбетов, Байгали Серкибаев и Иосиф Пригожин с Валерией. Ну и многие другие. Продюсеры отмечают, что международный арт-проект World Painting аккумулировал невероятное количество светлой, творческой, созидательной энергии. Может, поэтому картина мира получилась такой яркой, солнечной, волшебной, глядя на которую понятно уже сейчас, что совершенно точно она останется в истории человечества 21 века. Но а что же ждет дальше картину? Дана шутит, что отправит эту картину в космос. А я, друзья, не перестаю говорить, что искусство, культура объединяет людей по всему миру. И такой пример очень хорошо показывает, как это работает. Вот так вот каждый из нас может сделать свой вклад в будущее человечества. Молодцы, Дауд и Дана. Кстати, друзья, только что познакомился с командой велосипедистов из Казахстана. Они, оказывается, здесь будут до марта, обменялись телефонами. Может быть, сделаем отдельный репортаж про велосипедистов. Это, к слову, о Александре Винокурове. Наверное, конечно, главная новость этой недели – это начало Олимпийских игр в Пекине. Я помню, что за то время, что мы освещаем новости о Казахстане, было такое, что форма спортсменов из Казахстана произвела особое впечатление на зрителей. Это было в прошлом году на летней Олимпиаде. Так вот, 2022 год снова может порадовать нас такими новостями, потому что форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпиаде в Пекине. Международный олимпийский комитет представил список самых стильных форм национальных команд на Олимпийских играх в Пекине. И в числе отмеченных оказалась олимпийская экипировка казахстанских атлетов. Казахстан сдал тест на моду. Синий и белый цвета коллекции олицетворяют лед и снег, а черный символизирует удачу, отметили в Международном олимпийском комитете. Кроме Казахстана, в комитете отметили форму США, Канады, России, Китая, Швеции и Германии. Ну, а что, друзья, похоже, что Казахстан становится законодателем моды на Олимпийских играх. И это очень серьезно. Друзья, на сегодня у меня все. Заходите на наш канал Эхо Питера. Там вчера вышел классный рок-кавер на песню Димаша Fly Away. Но у меня пока что все. Надеюсь, что скоро увидимся.